Сегодня 16 мая 2022 года я представляю вторую серию видео «Моя коллекция». Первая серия всем понравилась, во второй больше кораблей и информации, на протяжении всего видео будет звучать ремиксы темы из фильма 81 года «Das Boot». За эти 2 года флот разросся, на канале появилось десяток видео и инструкций по сборке, на столе коллекция больше не помещается, пришлось их на пол ставить, флот пополнился 9 новыми кораблями, и я расскажу о них, укажу на особенности и сравню их, как и в первой серии. Кливленд, Либерти, Флетчер, Ташкент. Это Дредноут, крейсер Светлана, непревзойденный Бисмарк, первый авианосец Аркройл и Айова. Японский флот. О нем я снимал отдельное видео. Нет, лучше вот так, с броненосцем Миказа во главе. Кроме него все модели кораблей Второй мировой войны. Производители это 2 от Фуджими, 2 от Тами, 1 от Хасегава и 1 от Ironclad. Всего 6 кораблей. Я не делал новых за эти 2 года, поэтому перейдем-ка мы к русско-советскому флоту побыстрее. Русский флот и 2 корабля СССР. Здесь старый знакомый крейсер первого ранга «Варяг» от «Звезды» и канонерка «Кореец», вот бронепалубная «Светлана» от «Камбрига». Видео о «Светлане» уже выложено на канал. Это самый крупный не авианесущий боевой корабль в мире, Петр Великий. А линкоры «Марат» и «Севастополь» тоже от «Звезды», обзор я по ним уже делал пару лет назад. Кроме крейсера «Светлана» прибавился лидер-миноносец «Ташкент», видео о сборке окраски которого я выложу попозже. В русской коллекции 7 кораблей самых разных эпох. Перейдем, кстати, к одной из них. Вот первый из войн, что представлены в моей коллекции. Русско-японская война 1904-1906 годов. По мнению подписчиков моего канала, позор военно-морской истории Российской империи. Броненосец идет в бой с 3 легкими кораблями. На практике капитана такого вы, конечно, не допустили, а вы можете пока полюбоваться на изящные формы старинных паровых красавцев. Жаль, что японцы нас не балуют классными моделями вроде Миказа. Зато очень хорошо корабли от Камбрига выглядят, вот только трудоемкие они очень. И снова коллекция. Британская часть коллекции в основном представлена кораблями Второй мировой. За исключением Дредноута от Трампетера. Вот однотипные линкоры «Принц Уэльский» и «Король Георг V», они от Тами. Худ от Трампетер, крейсер «Экзетер» от того же производителя. И вот, посмотрите, новый корабль-авианосец «Аркройл» от неизвестного мне до сего дня Isle of Kit. Я о нем расскажу поподробнее потом. Обязательно сделаю отдельное видео по этому кораблю. Вообще всего в коллекции 6 кораблей вы видите. А вот часть коллекции кораблей США. Все они тоже из Второй мировой, здесь несколько новых кораблей есть, а именно эсминец Флетчер от Тами, линкор Айова и крейсер Кливленд от Verifier. Скоро начну монтаж видео про Кливленд, и единственный в коллекции транспортник типа Liberty производитель Трампетер. Видео о его сборке и окраске будет сделано в этом году, обещаю. И тяжелый крейсер Аляска, о котором я рассказывал в прошлой серии моей коллекции, очень непростая модель от Hobby Boss. Флетчер и Айова уже вышли на канале как отдельные видео, а о сборке Айова вообще целых 3 серии получилось. Всего в американской части коллекции 5 кораблей, и я планирую больше. Теперь просто смотреть.
немецких кораблей. Это не самая большая часть моей коллекции. Корабли Второй мировой войны. Планирую приобрести что-то из времен Первой мировой войны. Но потом, здесь мой первый большой корабль — это Тирпиц от Travel. Больше у меня нет модели от этого производителя. Ну, есть его сестершип Бисмарк от Тами. О нем я только собираюсь сделать отдельное видео. Еще два тяжелых крейсера от того же Трампетер, адмирал Граф Шпее и принц Ойген. Я специально собрал набор сражения в датском проливе от 19 апреля 1941 года. Это Бисмарк, принц Ойген, принц Уэльский и Худ. Да, еще есть торпедный катер, что был подарком в коробке с принцем. В общем, включая его, 5 кораблей в коллекции. Самая маленькая часть моей коллекции итальянская. Тут всего 2 корабля пока. Это линкор типа Литторио с названием Рома и тяжелый крейсер типа Зара. Собственно, он сам и есть. Оба корабля это от Трампетер. О сборке и окраске крейсера на канале есть отдельное видео. Меня ругают за то, что корабли не совсем верно покрашены, а именно за днище и отсутствие стандартных бело-красных полос на передней части палубы. Виноват. Мне на тот момент показалось, что так будет красивее, но я исправлюсь. Пока смотрите. Вторая мировая война 1939-45 годы. Яростные противники — США и Японская империя. После Перл-Харбора началась беспрецедентная океанская бойня, в начале которой у Японии было 238 кораблей, а у США 345. Но все знают, что за промышленность работала в Штатах. К концу войны, когда на борту линкора Миссури была подписана капитуляция Японии, у империи оставалось около 90 кораблей и ни одного крупного, а у США на тот момент количество кораблей превышало 8 сотен. И это не считая транспортников типа Liberty, теперь представленных в моей коллекции. И снова 2 противоборствующих флота. Вторая мировая война и непримиримые противники — Германия и Британская империя. Они начали свою войну с явным превосходством бритов — 328 кораблей против 103 немецких. Но союзницей Германии была Италия со своими 260 кораблями. Так что силы примерно равны, если не считать, что у немцев в основном флот тогда был представлен подводными лодками. В середине 1942 года немцы подтянули количество боевых кораблей до 286. Но это им не помогло. Британия победила. К концу войны у империи насчитывалось 518 кораблей. У Германии же около 200 подводных лодок, а у Италии осталось всего 77 кораблей на плаву. Вот и общая свалка. Та же Вторая мировая война. Теперь друг против друга выстроились корабли союзников и оси. Это большая часть моей коллекции. Со стороны союзников в начале войны насчитывалось около 1120 кораблей.
Против них ось выставляла не более 640. Но Франция со своим технически неплохим, но очень неактивным флотом откололась почти сразу. Это минус 174 корабля. А флот СССР более чем на 90% состоял из средних подводных лодок. О печальном состоянии советского тяжелого флота вы все знаете. В любом случае, перевес в серьезных кораблях, тактическом опыте, количестве баз контролируемых районов был у США и Великобритании, что они и доказали. На море, вы видите, у меня тут воюют лучшие из лучших. Силы равны 12 на 13 кораблей. Вот, наконец, вся коллекция. Я уж говорил, на столе, как в первой серии, она не поместилась. Мне пришлось поставить все на пол. После беготни с моделями и камерой у меня спина 2 дня болела. Вот, полюбуйтесь, что получилось. Я сам даже не предполагал, что это так все будет выглядеть. Масштабно. По количеству видов кораблей, вот что у меня. Посмотрите, сейчас будет таблица. Больше всего линкоров. Всего 35 кораблей. Ведь я когда торпедный катер посчитал. Представлено 6 государств, потому что я Россию и СССР посчитал заодно. В следующем году юбилей 10 лет коллекции. Надо довести до ровного счета, чтобы было 40 кораблей. Многие спрашивают, не жалко ли тебе денег? Я говорю, да, немного жалко. Мне сейчас 48, я с детства мечтал об этом. Ну вот теперь оно у меня есть. А вот и обещанные новые корабли коллекции. Их будет 9, и я расскажу о них подробно. Вот Dreadnought. Хотя нет, стоп. Сначала пару слов о моих оценках. Вот такая полоса будет внизу. Одна из 3. Зеленая мало, желтая средняя и красная много. Это мое мнение о детализации модели. Ну, то есть количестве деталей. Далее, выше подобная полоса, поясняющаяся сложность сборки. То есть, насколько удобна инструкция, все ли детали хорошо соединяются, отверстия соответствуют штифтам, в общем, насколько удобно собирать. И последняя вот эта полоса с общей оценкой, то есть это рейтинг, чаще всего желтая, вот такая, средняя. Указывает общее впечатление от модели, насколько вообще трудоемкая и удобная работа и окраска. То есть это не оценка красоты и достоверности модели, а это мое мнение о процессе монтажа. А снизу будет вот такая белая надпись, название корабля, год спуска на воду и производитель модели. Итак, Dreadnought — это трампетер, сразу скажу, очень много мелких деталей. Одни только десятки металлических люков на палубе чего стоят. Но общая оценка будет средней, работать несложно, приятно. Во многом благодаря удобной
и детальная инструкция. Тем не менее, начинающему моделисту браться за этот корабль не стоит. Я работал над ним около месяца в 2020-м. Из замечаний: Трампетер пожадничал с леерным ограждением палубы. На носу оно есть, по бортам и корме его, вот посмотрите, почему-то нет. Это известнейший эсминец Флетчер от Тами. Тами делает простые модели, но не в этот раз. Эсминец достаточно детализирован, много деталей, фототравления, это приятно. Средне сложно работать, у этого производителя удобные детали, и общая оценка сложности тоже будет средняя. Если вы чувствуете в себе силы и имеете немного опыта, это ваш корабль. О сборке окраски Флетчера на канале есть полное видео, я сделал его за 3 недели. Большой лидер миноносец СССР Ташкент по прозвищу «Голубой крейсер» из-за его размеров и окраски. Я как мог близко изобразил этот оригинальный цвет корпуса Ташкента. Модель от Трампетер, модель простая, детализация сравнительно низкая, что для этого производителя даже странно. Сборка не представляет сложности, модели не хватает фототравления и леерного ограждения. Этот корабль точно что подойдет для начинающего. Я его оцениваю как удобный, быстрый в сборке, за 2 недели закончил с ним. А это прекрасная и сложная Светлана от Камбриг. Вот что я оцениваю как самую трудоемкую модель. Материал — эпоксидная смола. Полное видео о сборке окраски этого крейсера есть на канале, деталей очень много. Детализация подробнейшая, что отличает этого производителя. Внимание, Камбриг не комплектует набор мачтами и реями, это надо делать самостоятельно. Многие детали так малы, что работать надо с оптикой, и традиционно неудобная инструкция. Итак, оценка полностью красная, то есть модель только для профессионалов, общая оценка очень трудно. В общем, это для героев. Не самая сложная модель от Трампетера, единственный военный транспорт в коллекции — легендарный корабль Иеремия О'Брайен проекта Liberty. Корабль не очень детализирован, собирать несложно, общие оценки все средние, ближе к легко. Рекомендую моделистам, у которых есть минимальный опыт. Я подобрал грубую фактурную белую краску, посмотрите. Liberty сходили со стапелей тысячами, их качество было очень низким, бывали под обстрелами, в штормах. В общем, те, что выживали, выглядели вот так примерно брутально. Первый корабль производителя Verifier. Крейсер США Кливленд, особенность — много деталей. Но сборка несложная, инструкция удобная, как у Тами или Трампетера. Поэтому и общая оценка будет тоже средней. Корабль просто утыкан стволами. Опытному моделисту будет приятно поработать с ним, а вот начинающему лучше не браться. Кораблю явно не хватает леерного ограждения и ажурных радиолокационных антенн. Особенность Verifier — очень много лишних деталей, я собрал его за месяц. Корабль Bismarck от Tamiya с ожидаемой невысокой детализацией. Я собрал похожий корабль, его сестершип Tirpitz от Travel. Не могу сказать, что он был намного детальнее. У Bismarck от Tamiya в коробке отсутствовали детали фототравления, якорные цепи и гидросамолет. Хотя в инструкции этот самолет на рисунке есть. Видимо, надо моделисту самому решать эти проблемы. Тем не менее, оценка по деталям будет много. По сложности базовой конструкции — средняя. Общая оценка тоже будет средняя. В такой комплектации Bismarck сможет собрать и моделист с небольшим опытом, но у меня такого опыта уже много. Корабль я закончил за 5 недель. Потом я добавил леерное ограждение, где я посчитал правильным. На носу, на корме установил якорные цепи и воспользовался моделью самолета, оставшегося от крейсера Принц Ойген от Трампетера. Осталось сделать такелаж теперь, и посмотрите, я изобразил исторический камуфляж у него. Отдельное видео по Бисмарку я постараюсь сделать в этом году. А вот мой первый авианосец. Я уже говорил, Ark Royal от неизвестного мне пока производителя Isle of Kit. Производитель оказался адекватным, хотя делать авианосец было сложнее крейсеров и линкоров. Очень высокая детализация и очень понятная инструкция. Похож на Трампетер. Много фототравления, с ним работать непросто. Общая оценка будет сложная. Если у вас есть опыт, беритесь за сборку. Корабль не просто в монтаже и окраске. Я выбирал похожую краску долго. В результате в хозяйственном купил такую, как на картинке в инструкции. И я не сумел сделать полную авиагруппу, запорол первый же торпедоносец Swordfish. Но ничего, его детали потом трижды мне понадобились при сборке остальных Swordfish. Вы знаете, мелкие детальки теряются, ломаются. В общем, полное видео о сборке будет не ранее следующего года. Ну а вот и линкор Айова, того же Verifier. Неплохо детализированный, удобный в монтаже здоровенный линкор. Деталей могло бы быть и больше, но и тех, что есть, хватает для рейтинга много.
Как и в случае с крейсером Кливленд, остались детали, и это очень хорошо. У Айовы с Кливлендом много стандартизированных частей. Я сначала собирал линкор, а уже потом крейсер. И в процессе я потерял башню среднего калибра Кливленда. Взял из оставшихся от линкора. Удобно. Общая оценка будет сложна, потому что корабль очень большой. Я делал его в 2021 году долго, более 2 месяцев, неожиданно. Это для опытных моделистов. Цвет получился удачным, рекомендую именно эти краски. По Айове я сделал целых 3 серии сборки и окраски, очень подробно, смотрите на канале. Из дополнительного я установил леерное ограждение по всему периметру корпуса, а на мостиках оно присутствовало изначально в наборе. И это мой первый корабль с правильным такелажем. Отдельно познакомлю вас с моими планами на этот и следующий годы. Хочу продолжить работу с крупными американцами, есть планы на линкор Нью-Йорк. Вот он. И сверхтяжелый крейсер Де Мойн. Вот он. Обязательно Монтана. А если успею, то может быть и Норт-Кэролайн. Но более всего я мечтаю о Кутузове. Хотя уровень сложности вот этой модели запредельный и цена высоковатая. А вот и список ремиксов, звучавших в видео. На этом разрешите с вами попрощаться. Я ваш Артизан Мороз.